две идеи. Две большие-большие идеи для армрестлинга. И чем больше ты думаешь об армрестлинге, ты убираешь что-то из тренировок. Что-то наоборот добавляешь, развиваешь. Пробуешь это. Постоянно меняешь. Постоянно что-то убираешь, а что-то добавляешь. И ты найдешь последовательность. Последовательность, к которой ты будешь возвращаться снова и снова в своих тренировках. И я верю, что армрестлинг состоит из 4 вещей. Всего 4 вещи. Если мы говорим о пауэрлифтинге, это жим лежа, приседания и становая тяга. Да? Да, глубже я присесть не могу, хорошо? Но и в армрестлинге мы можем измерять свою силу. Когда хороший армрестлер следит за своим соперником. Да, вы знаете, многие выкладывают свои видео тренировок. Есть некоторые подъемы, упражнения, глядя на которые ты думаешь, окей, окей. Это не чушь, это не чушь, это упражнение, оно перенесется на стол. Хорошо? Что ж, первая вещь, первая. Итак, первый подъем, первая вещь, про которую я хотел бы поговорить. Некоторые называют это восходящая сила. Хорошо, восходящая сила может проявляться различными способами. Главный принцип этого приема то, что атаковать поверху, заползать как можно выше. Рэй, можно я тебя украду? Я буду воровать тебя целый день. Ну что ж, итак, восхождение. Видите линию вот здесь? Видите вот эту линию? Все ли видят линию? Подними руку выше. Давай, выше, выше, выше. Вы можете видеть линию, которую создает мой большой палец в его руке. Итак, восхождение заставляет большой палец подняться вверх. Сюда или сюда. Ты поднимаешь большой палец сюда. Таким образом, ты задираешь свою руку выше и выше, поднимаешь большой палец. Это идея восхождения. Хорошо? Ты поднимаешь эту линию выше, задираешь ладонь, поднимаешь пальцы вверх. И обычно день после этого становится лучше. Но иногда оппонент просто сильнее, тогда все это не важно. Ты должен забираться все выше. Это прописные истины, это азбука армрестлинга. Восхождение. Это, скорее всего, это самая важная идея в армрестлинге. Хорошо? Когда ты думаешь, как занять выигрышное положение за столом, тогда оппонент приходит к тебе, он к тебе тянется. Когда ты вынуждаешь человека тянуться к тебе, это и есть выигрышное положение за столом. Главная идея армрестлинга — использовать как можно больше мышц против как можно меньшего количества мышц. Это то, что восхождение дает. Когда ты занял верхнюю позицию, сопернику ничего не остается, кроме как пытаться сдержать тебя пальцами, либо использовать завязку. Если ты держишь захват выше, остальное не важно. Ты будешь более эффективнее. Это и есть идея восхождения. Это принцип, о котором мы будем говорить весь день. Потому что речь идет о том, чтобы делать элементарные вещи как можно лучше. И идея восхождения — это то, благодаря чему я становлюсь все лучше и совершеннее. Я всегда возвращаюсь к восхождению. Это идея, чтобы вынуждать оппонента тянуться к тебе. К идее восхождения мы будем возвращаться еще много раз. Это сила номер один. Уяснили? Сила номер два. Ты можешь посмотреть вокруг. Мы берем 4 сильные стороны. Есть определенные чемпионы, чемпионы мира. Некоторые фокусируются на одной сильной стороне и на всех вместе. Есть разносторонние, которые владеют всеми стилями. Кто-то фокусируется только на одном. И вот как раз-таки идея восхождения очень значима. Она делает все остальные стили еще сильнее. Она применима во всех стилях. Она делает твои сильные стороны еще сильнее. Следующее, о чем мы будем говорить, это пронация. Давайте перейдем к пронации. Итак, пронация — это защитное действие против сгибания кисти. Сгибатель кисти и пронация должны работать вместе. Когда один сгибает кисть, согни мою кисть, я теряю пронацию. Если я согну кисть, он потеряет пронацию. Когда один пытается согнуть кисть, другой пытается пронировать, это и есть честный захват. Честный захват. Но все мы знаем, что этого не существует. Не существует честного захвата. Ты либо сгибаешь, либо пронируешь. Поэтому пронация и сгибание так важны. Пронация.
Пронация делается через большой палец. Переспрашивайте меня, парни, если вам кажется, что я забегаю вперед и вы теряете мысль, просто остановите меня, переспросите. Просто остановите меня и переспросите, уточните. Иначе под конец у вас накопится очень много вопросов. Хорошо? Нам нужно углубиться в тему. Пронация осуществляется через большой палец. А множество людей, я вижу, как многие люди тренируют пронатор, удерживая что-то, сжимая что-то в руке. В моем понимании, идея пронации — это вынудить соперника тянуться к тебе. Высокое отведение и пронация вынуждает другого держаться за тебя, пытаться схватить. И тут начинается игра в пронацию. Отведение, пронация и сгибатель кисти. Это три силы. Сгибание. Все должно быть связано. Это очень просто. Сгибаешь кисть, прижимаешь руку к телу. Многие люди, которые пытаются сгибать кисть, они делают что-то наподобие сгребания, стягивания. Это правильно. Если ты пытаешься контролировать руку, которая далеко от твоего корпуса, далеко от твоего тела, ты просто потеряешь контроль. Правильно? Ты должен прижимать руку к корпусу, размещать свою руку в центре, как бы закрыть центр своего корпуса. В таком случае ты контролируешь руку. Ты не можешь контролировать руку, которая далеко от корпуса. Сгибая кисть, стягивая руку, ты должен приводить ее к центру своего корпуса. Когда ты делаешь стягивание, стягиваешь руку, не стягивай наружу, стягивай к себе, к центру. И когда мы хотим осуществить давление, мы также используем супинатор. Супинация размещает вашу руку в центре вашего тела. Все это позволяет осуществить давление. Все это благодаря 4 вещам. И совсем не важно, с кем я говорю. Когда я говорю с Рэем, с Энгеном Терзи, Джоном Брезенком или Тоддом Хатчинсоном, неважно. И я буду очень удивлен, если кто-нибудь из них скажет мне, что они фокусируются на других вещах, таких как сжатие или подобном, например. Было бы логично, если бы мы могли структурировать все это. Итак, что же самая важная составляющая армрестлинга? Это центр стола. Центр стола. И самое важное — это открытие. Как ты начнешь поединок? Если ты начнешь правильно, это самые хорошие новости. Очень сложно бороться в проигрышной позиции от обороны. Хороший армрестлер испортит тебе день. Итак, мы должны сконцентрироваться на этих 4 вещах. Эти 4 вещи и сделают тебя сильнее.